Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в рамках российских и европейских журнальных серий около 10 лет назад. И сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, очень необычный и в какой-то степени красивый автомобиль, и это румынская Dacia 1100. Модель изготовлена в масштабе 1 к 43, у нее металлический корпус, и эта модель появилась в продаже где-то в начале 2012 года. Сложно сказать, сколько эта модель стоила на то время, она также поставлялась журналом, но свой экземпляр я приобрел в коллекцию значительно позже. Модель продавали в одном интернет-магазине, заплатил за нее 3 евро 95 центов, и была только модель, без литературы, поэтому в сегодняшнем видеоролике мы будем рассматривать только масштабные копии. И для сравнения я вам также приготовил другие автомобили примерно такого же периода, некоторые с заднемоторной компоновкой, некоторые с переднемоторной, и мне очень нравится дизайн у этого автомобиля, и по большому счету это клон Renault 8. Если говорить о французских машинах, то у них есть свой шарм, они не всегда красивые, как итальянские автомобили, но эти машины сильно отличаются от другой техники, которую можно встретить на дорогах общего пользования. Чем мне нравится журнальная серия, то что в нее включают такие автомобили, которые больше никем не выпускаются. Например, если посмотреть на Renault 8, то такая модель довольно обширно представлена в 43-м масштабе. Например, в моей коллекции есть Renault 8 от Solido, от Mini-Champs. Также такую модель выпускал Dinky, и она была включена во всевозможные европейские журнальные серии. А если мы посмотрим на Dacia 1100, то такая модель, по-моему, выходила только в рамках румынского проекта. И также, если вспомнить, то в румынской серии, по-моему, выходил и Renault 8 в красном цвете, и это уже был более поздний выпуск, не могу сказать точно какой номер. И давайте распакуем блистер, посмотрим на этот замечательный автомобиль поближе, и также сравним его с другой техникой, которая есть в моей коллекции. И у этих моделей, на мой взгляд, более продуманный блистер. Коробочка чуть большего размера, и как раз вы можете посмотреть, на коробке есть некоторые повреждения, но сама масштабная копия осталась в целости и сохранности. Например, зачастую, когда ко мне приходили модели в других блистерах, которые в точности повторяют очертания автомобиля, то у моделей были сломаны или колесики из-за того, что ее чем-то придавило, или какие-то другие хрупкие детали. А в этом плане модель остается в сохране. И также на нижней стороне упаковки есть небольшая наклейка, которая нам говорит о том, что эти модели изготовлены в Китае, где же еще, и импортер Греция. Тоже непонятный момент, почему модели поставляются через Грецию. Ну, возможно, такой маршрут. И еще один приятный бонус, то что машины в румынской журнальной серии идут с небольшой подставкой. Это мелочь, но опять же, если поискать для этой подставки отдельно прозрачный колпак, он обойдется вам в полтора евро. А, например, если вы будете искать новый дисплей-кейс, он будет стоить в 2 раза дороже. Так что тоже тут можно немножко сэкономить. И у этого автомобиля мне очень понравился темно-зеленый насыщенный цвет. И вторые Renault 8 у меня в коллекции в синем цвете, и эта модель тоже хорошо смотрится на фоне других автомобилей. И опять же, повторюсь, мне очень нравится необычный дизайн этой машины. Что касается масштабной копии, то в плане проработки тут чего-то нового вы не найдете. Много упрощений, некоторые детали сделаны лучше. Например, по сравнению с российской журнальной серией «Автолегенда СССР», эта машина покрашена чуть хуже. Тут и расшивка залита краской, и встречается очень много мусора в лакокрасочном покрытии, что, кстати, не совсем типично для европейской журнальной серии. Также не очень хорошее качество хрома. Если посмотреть на колпаки передних колесных дисков, то есть потертости, задние колпаки вообще какие-то мутные, как будто покрашенные серебристой краской, и также окантовка на окнах, дверные ручки просто обозначили серебрянкой, как и поворотники на передних крыльях. Более-менее аккуратно установлены стеклоочистители, это детали в хроме, и если присмотреться, то у этого автомобиля очень много интересных технических решений,
решений. Вы скажете, а что здесь необычного? 4 двери, 4 колеса, круглые фары, типичные для легковушек того периода. Но если вы посмотрите на передок, такое ощущение, как будто на него что-то упало. Он клиновидной формы, очень необычный, смотрится, на мой взгляд, красиво. И вот второй такой машины я даже сразу сходу и не найду в своей коллекции, чтобы у нее был точно такой же дизайн. Ну, в этом случае это багажник, потому что двигатель расположен сзади. Также более-менее аккуратно сделана светотехника, но вид портят черные точки. И я уже неоднократно говорил, конечно, сейчас в 2021 году такое решение не самое лучшее, и можно уже научиться делать лучшую светотехнику. Также упростили поворотники, их обозначили серебристой краской. И если сравнить данный автомобиль с Renault 8, то единственное визуальное отличие, которое сразу бросается в глаза, это небольшая планочка на передней части с надписью «Дача». У Renault она отсутствовала. Также установили регистрационные номерные знаки. Сложно сказать, какой страны. Если вы знаете, напишите в комментариях. Вполне хорошие колесные диски, колпаки в хроме, но, повторюсь, хром не очень хорошего качества. И более-менее нормальные покрышки по размеру, хотя тоже протектор изображен очень условно. Если посмотреть, плашка салона черного цвета, при желании можно разобрать модель, окрасить ее самостоятельно. Присутствует рулевое колесо, рычаг переключения коробки передач и сиденья. И вы можете сказать, а что тут такое, у всех моделей так. Но зачастую в журнальной серии попадаются модели без каких-либо элементов, и у меня есть одна модель, у которой попросту отсутствует рулевое колесо. Как можно забыть установить такую важную деталь, для меня остается загадкой. Также у этой модели вполне хорошо сделаны задние фонари. Они полностью красного цвета, и есть небольшие черные элементы. Скорее всего, это подсветка номера, и они смотрятся тоже вполне нормально. Присутствует небольшая личинка открытия крышки капота, обозначенная серебристой краской, и есть шильдик 1100. И на крышке капота также наклеили небольшую декаль, имитирующую маленькие отверстия. И тоже небольшой бонус, потому что зачастую, когда мы говорим о журнальных изделиях, та же ВАЗ-2107 из серии «Автолегенда СССР», у нее вообще отсутствовали вентиляционные отверстия на капоте. А тут, кстати, и на крышке багажника присутствует небольшая сеточка. И если вы посмотрите на крышу, то тут также 3 изящных ребра жесткости. Тоже красивый элемент, который не встретишь на большинстве легковых автомобилей. И давайте открутим эту масштабную копию от подставки. Я покажу, как у нее сделана нижняя часть. Повторюсь, ничего сверхвыдающегося там нет, но более-менее нормальная проработка. Также присутствует запасное колесо, конечно, оно отлито вместе с плашкой днища, изображено очень схематически, и будет сложно окрасить колесный диск. На одной модели «Москвича» я окрашивал колесико серебристой краской, и вид был лучше, но здесь, я думаю, так просто покрасить деталь не получится. Также есть что-то похожее на нижнюю часть двигателя, коробка передач, выхлопная труба, ее можно демонтировать и окрасить серебристой краской. И также, если вы присмотритесь, на нижней части фартука присутствуют небольшие вентиляционные отверстия. Их не видно, но, скажем так, суслик тоже есть. И вот так выглядят колесики. И давайте для сравнения вам покажу другие автомобили примерно такого же периода. И если выбирать отечественную технику заднемоторной компоновкой, то первое, что приходит на ум, это Запорожец. Но, конечно, Запорожец чуть мельче. Это, во-первых, спортивное двухдверное купе. Конечно, шутка, это обычный автомобиль, но, тем не менее, у машин есть некоторые элементы, которые похожи по дизайну, но опять же Renault 8, он же Dacia 1100, сильно отличается, например, по форме крыши и крышки багажника. Могу вам показать ВАЗ-2101. Эта машина уже более приближена к данному румынскому автомобилю. Правда, Лада была мощнее, у этих машин не такие
большие двигатели. И, кстати, я вот сейчас подумал, если посмотреть на другие автомобили с заднемоторной компоновкой, то в сравнении можно поставить Шкода 110, но такой модели у меня, по-моему, нет в коллекции. И покажу вам, например, Москвич 412. Эта машина чуть покрупнее. Как раз можно поставить два автомобильчика рядом, чтобы вы видели наглядно их размеры. И могу вам показать Москвич 407. Возможно, этот автомобиль больше подходящий по дизайну. Округлые формы. У 412 уже больше рубленых и прямых линий. И также могу вам показать два заднемоторных автомобиля. Это Татра. Эта масштабная копия выходила тоже в рамках российской журнальной серии, уже именовалась «Автолегенды СССР и соцстран». И, кстати, я вот сейчас посмотрел, у меня почему-то лопнула передняя стойка. Видимо, от напряжения. Кстати, вот такой проблемы на этой модели я не замечал. И начались небольшие вздутия на лакокрасочном покрытии, но качество материалов, уже неоднократно говорил, скорее всего, эти модели делаются из какого-то вторсырья. И покажу вам еще одну масштабную копию более раннего периода, и это модель в двухцветном варианте окраски. И тут я изготовил новые выхлопные трубы. Взял небольшие иголки от шприца, их обрезал и установил на место старых. Вот такая масштабная копия, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеообзора. И пишите ваши комментарии, интересны ли вам автомобили соцстран. Если да, то я продолжу рубрику и покажу вам другие модели, которые есть в моей коллекции. Не забывайте поддержать видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, и жмите на колокольчик, и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.